Всем привет, друзья! Привет, друзья! Друзей мои друзья. Сегодня у нас понедельник, а значит пришло время для нашего еженедельного обзора. Для нашего отдохнувшего леса. Для супер отдохнувшего. Сегодня у нас в гостях мой наставник и учитель Раст. Папа, Пентаго. говори уже папа. Папа Пентаго. Папа Пентаго. Ну ладно, давайте ближе к делу. Всем привет, да. Посмотрим биткоин на дневке. Вот, кстати, мы сейчас находимся в середине канала, на 45, да, по сути, мы между 40 и 50. Отлично. Да, отлично. Куда пойдем первыми, ребят? Давай Ну, попробуем. на самом деле у нас тут есть поддержка, от которой мы пробивали, да, ретестили, шли наверх, и как раз таки мы на ней сейчас находимся, плюс еще дневной Шимоку, и как раз таки, если смотреть на часовик, у нас есть 3 касания от этой поддержки, от которой мы, в принципе, отскакиваем. Также у нас был на 30 минутах дракон, который также нас протестировал и сходил на зону сопротивления в районе 45, где у нас, в принципе, был восходящий канал, который мы пробили и, по сути, ретестнули. Ну, я на самом деле думаю, что все вместе пока что-то между бычьим и БУ, но вот у меня есть одно такое мнение, что все-таки, на мой взгляд, это все может быть большим треугольником. Вот этого хая, если я проведу. И вот если мы в таком случае его пробили и проретестили. Сейчас. Так, это удалить. А он у тебя постоянно... Да, я просто давай уберу. Да. Эти две удали. Соответственно, если у нас сейчас будет пробой границы, то я, наверное, буду ждать дальнейший поход вниз в сторону 42 тысяч. Вот как раз таки у тебя зона будет вот здесь вот она вот. Отсутствие ликвидности вполне вероятно. Все это может быть большим медвежьим флагом. То есть, когда у нас треугольник с плоским дном, тоже медвежья фигура, медвежий флаг тоже достаточно медвежья фигура, назовем так. Это все, в принципе, вообще фигура распределения. Мы с вами упали на 10 тысяч. И после этого мы должны были как-то скорректироваться. Индикаторы должны были остыть. И поэтому сейчас, я думаю, что если мы вот этот все-таки треугольник закрепляемся выше этого треугольника, то есть вероятность какого-то восходящего движения хотя бы в сторону 46. Хорошей удачей, думаю, будет поход в сторону 47 500. Это вот так вот. Сейчас покажу. Пониже. Ну да, она, получается, по этим идет. Вот. Сделаю ее вот так вот желтый. И вот более жирнее. Ну вот, собственно, к этому уровню я бы и хотел сходить. То есть от него бы я бы уже брал какую-то действительно хорошую позицию. В шорт, естественно, не в лонг. На мой взгляд, это все большой гип, где правый плечевый ретест пробитого тренда. Ну и все прекрасно знают, что я любитель фракталов. А если мы с вами пришли в консолидацию, похожую в 2018 году, то что мы можем с вами увидеть? Это вот абсолютно аналогичное движение тому, которое у нас было на хае 64 тысяч. Соответственно, в случае, если мы сейчас ретестим эту верхнюю границу, это будет как раз таки вот это правое плечо, от которого я бы шортанул. Ретест, и пойдем с вами в район 38 тысяч. В таком случае пробой 38 тысяч приведет нас к уровню 31, и вот этот весь, скажем так, вот этот весь этот блок, это аналогия 2018 года, где у нас было дно на 6 тысячах. Мы оттуда отталкивались достаточно большое количество раз. Это у тебя на тезере. Ну вот он есть же, кстати. Да. Соответственно, сейчас мы до него, да, до него мы дойдем. То есть все поняли, откуда я взял вот это движение дальнейшее. Здесь такой же гип. Здесь такое же восходящее движение. Здесь также было 1, 2, 3, 4, 5 вынос и коррекционка. То есть, если мы видим с вами... Причем сценарий может быть как вот этот,
так и вот этот. Они оба очень идентичны. Но вот здесь даже он больше подходит, потому что мы уперлись вот в поддержку вот этого левого плеча. Вот эта поддержка левого плеча, вот она здесь также выступает. И есть похожая вот эта двойная вершина, которая была на 60 там, тысячах. Ну, давайте попробуем взять все-таки за проекцию вот это движение. Я сделаю его таким, чтобы иметь полностью аналогию. У тебя очень чувствительная мышка. Ну вот, короче, примерно это так. Соответственно, сейчас мы видим, по сути, ретест, в свою очередь, 14 тысяч, который мы видели в 2018 году. И если брать вот этот тоже похожий фрактал, то есть это цикл. Любой рост и падение — это цикл. Почему я должен придумывать, что это за цикл, если все эти циклы дублируются? Мы неоднократно приходили к выводу, что все циклы идентичны. Да, у них будут разные величины импульса, разные будут скоки, отпрыги, но в целом я не могу такой мышкой, я сейчас... Давай, я понял, что ты хочешь сделать. Да, я хочу сделать так, что у нас фактически появляется максимум в районе сейчас 52 тысяч. Наверное, надо одним куском просто брать. Это я большой сразу кусок взял. Ну вот это ты имел в виду? Но я вот нет. Это не намного раньше. Ты что? Вот типа мы, короче, вот сейчас только хай сходили, сделали. Вот. И вот это вот мы сейчас вот здесь вот, короче, грубо говоря. То есть вот это движение, где хай, и вот мы сейчас вот якобы здесь. Затем вот это все дно 6 тысяч. Здесь у нас, это 30-ка, да. Пробой свозит нас куда? На минус x2. А это уровень 15 тысяч. Ну да. И мы откупаемся по 15 тысяч. Вот здесь у нас тебе не показывается, но вот здесь 24-й год должен быть. Вот здесь вот. 24-й год, что у нас будет? Халвинг. Поэтому, друзья... Когда-то, я помню, раз говорил, покупайте биткоин по 6 тысяч. Да, и продавайте по 60 тоже говорил. Да. Сейчас новый прогноз, видимо. Да, покупайте биток по 15. Друзья, в своем инстаграме еще до нового... или когда мы ездили в Дубай мы когда ездили, у меня там есть видяшка, биток по 15. Да, биток по 15, да. Не просто так. Да, кстати, тогда он был вроде по 50, по 50-60, да. Поэтому, ребятки... Стоит прислушаться. Откупаем 15-ку, продаем 150-200 вообще на изи на следующем халвинге. Это именно вот долгосрочная история с моей какой-то парадигмой, почему я вообще хочу сейчас увидеть еще раз касание там 32 тысяч, возможно там и ниже, 28 тысяч. Поэтому сейчас мы по сути дублируем то же самое, потому что в 2018 году каждый вот этот аптренд, он совпадал с предыдущим, только в меньшей, ну вот это здесь вот не видно на этом фрактале, а вот на том очень видно хорошо. То, что у нас каждое восходящее движение, оно идентично было предыдущему, то есть у нас восходящая коррекционка. Видишь, везде двойные вершины есть, по сути. Вот здесь двойная вершина, вот здесь двойная вершина. Сейчас я их буду отмечать. Вот, допустим, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Я просто помню, что я их торговал. Раз, два. Вот это даже вот идет вот сюда вот. И вот это уйдет вот сюда вот. Ну, то есть максимум у нас не обновляются, идут на понижение. Да, и мы бьемся в один вой, да. И, соответственно, этот вой выступает глобальной поддержкой. А если ввести вообще трендовую битка, то у меня это дно уже виднеется. Вот уже 23-й год начинается. Вот как раз-таки где-то здесь будет 24-й. Поэтому я думаю, что в целом вот этот сценарий с консолидацией возле уровня,
потом вынос, коррекция, консолидация, и полетели как раз к халвингу на сотку. Нормальный план, ребят. Просто если мы реально сейчас упираемся в тридцатку, у нас с вами на 2 года вперед есть паттерн, который можно будет торговать и в хвост, и в гриву. Да. Скальпинг, интрадей, самое то. Причем ты будешь знать, где примерно у тебя пик. Ты будешь знать примерно, когда у тебя именно по волнам будут совпадать. В паттерны совпадают, потому что смотри, насколько идентично. Мы сейчас повторили поход к 64 тысячам. Блядь, я вот тебе честно скажу, вот сейчас желтый вот этот, присмотри его, увеличь с дневки, и он у тебя все циклы совпадают. Абсолютно. Рост, падение, рост, выход с тренда, ретест этого пробитого тренда, и полетели. И вот сейчас я как раз таки хочу дождаться этого пробитого тренда, но судя по тому, как ведут биток, я вообще вполне вероятно, что мы можем и не пойти туда, типа на 48, на 49, потому что, ну, реально доминируют продажи, но пока мы, наверное, закрепились выше 44 тысяч, это пока лонг. Соответственно, если под 44 уходим, друзья, никаких покупок, я думаю, не скальп. Можно будет просто от ретеста пробитого уровня, вот этой шеи, где у тебя нарисована, да, вот поддержка. Я бы на самом деле Ильясика по-другому сделал, короче. Так бы я ее, во-первых, продлил, а во-вторых, я, короче, бы сделал ее какой-то более... Ну, у тебя все желтые линии, это очень плохо. Ты можешь запутаться. Вот как раз таки вот от пробоя вниз это будет шорт до 38. Ну да. Причем, извините меня, какой шорт. Да, хороший. И как бы если мы закрепляемся, то дадут вот этот поход к верхнему плечу. Вот этот левое плечико. Мы до него еще не ходили. И вот и мы не ретестили твой пробитый тренд. Вот туда я хочу исходить. Да. Кстати, в довесок к тому, что ты сказал, также подтвержу это по тоталу. На тотале у нас прям ну на тотале мы уже ретестнули, вот, понимаешь? Мы на тотале уже ретестнули. Значит, в принципе, и на битке мы могли ретестнуть это в моменте пробоя. Вот то есть... мы еще исходили на ретест вот этого вот основного тренда, вот сюда прям вот ровно на 2,5. Вот, то есть это, по сути, огромная двойная У нас вершина, сегодня понедельник, мы открылись без гэпа, мы аккуратненько очень вчера ходили и закрыли на открытие ЦМЕ гэп. У нас, в принципе, сейчас, наверное, с макроэкономических точки зрения не все так хорошо в мире. Сентябрь исторически считается сливным месяцем, особенно вторая половина. Ну, да. Поэтому я думаю, если нас даже ждет какой-то маломальский отскок на битке и на всей альте, ну, это потолок, я думаю, будет в районе 47-48 тысяч, причем с квизом. Поэтому, если у вас действительно какие-то покупки одна были сделаны, то я бы просто ставил стопы в безубыток. И еще хотел бы сегодня внести в лепту в пользу, наверное, лонга. Почему я еще, ну, наверное, пока еще надеюсь на вот этот отскок. Открой сипку, Ильяс. Мы, короче, сходили там хорошенько вниз на трендовую поддержку глобальную и от нее отскочили. И дневку сейчас, если мы поглотим, то все-таки следующую всю неделю мы еще одно будем вот это движение завиток вот делать. Может, как раз обновление будет еще добавок дилера. Теперь давай, коль мы такие с тобой умные и спрогнозировали возможное падение на битке, может, мы с тобой такие же умные и вот от этого... Вот эта вот коррекция, вот она. Да. Вот так, вот так. И скажите мне, чего не хватает? Еще одного похода вверх. Кстати, по RSI мы прям вот бьемся, прям вот идеально. Ну вот, причем мы отскочили сейчас. И вот я говорю, вот эта вся неделя может еще быть достаточно такой хорошей, потому что я жду, наверное, нефть будет расти всю неделю, но при этом техи падают на СП, потому что там у Apple проигранный суд Epic Games, который их перестают делать монополистами App Store, у Гугла траблы суды, поэтому, не знаю, техи себя не очень хорошо чувствуют. Ну, с другой стороны, если мы пробьем, красиво. То но если пробьем все, да, если пробьем все, то ретест ищем, и тогда, я напоминаю вам, друзья, что в мае прошлого года, когда мае же или марте прошлого года, когда все валилось вниз, биток валился быстрее всех. Да. И еще напомню, биток раньше начал свое движение вниз, то есть биток уже упал, как примерно в это же время было, да. И в моменте, когда сипка еще росла, биток уже не отскакивал, он уже просто консолидировался вот под вот этой, кстати, линией поддержки.
Как раз-таки я думаю, что у нас может быть похожая история. Но тогда смотри, если мы прогнозируем с тобой здесь похожий сипкий вариант, давай попробуем. Есть же, наверное, сценарий, при котором у нас может быть несколько... Да не, я сам. Ну, да. Давай попробуем тот же фрактал прошлого марта. Ну, Вот он, этот. да. Я тебе скажу так, он опять же идентичен Да, будет. вот мы здесь, мне кажется. Не, я тебе больше скажу. Вот этот погиб рассмотри, Да. запомни этот погиб, как говорится. А пока Пентагон перетягивает фрактал. А теперь, сейчас, я покажу магию. Давай. Та-да-да-да. Смотри, вот этот погиб. Та-да-да-да. Та-та-та-та-дам, та-та-та-та-та-дам. Ну вот это вообще прям сказка. Ну, сразу, Тогда да, это 15. сразу, тогда это сразу, вот, да. Но да. прикол-то в чем? Тогда нас опять свозят на 16 в течение там суток двое. Мгм. И все, кто не закупился, извините меня, уже выше действительно 30 будут откупаться. И вот это хороший план. И тогда мы увидим мои 16-15 тысяч с квизом, даже здесь 10. И как бы все. Поэтому, если сипка льется прям сильно-сильно, я не думаю, что биток будет стоять на месте и думать о том, что, блядь, а может быть похеджироваться, в меня какие-то трейдеры придут. Но вот, кстати, немножечко мы уже сломали вот эту историю, потому что она все-таки двигается больше, как вот эта история Ну, да, сейчас. да. И можно рассчитывать на какой-то ретест. Но все-таки я этот ретест бы шортил. Да. Да, То плюс- есть все, что ниже 44, это шорт. И если дают точку выше 47 500, это хороший шорт с коротким Да. стопом. Ну и в довесок, также по доминации скажу, мы очень сильно упали по доминации. Тут, по сути, двойное дно. Тебе и Шимоку не Ретест, мешает? да. Мне вообще пиздец, блядь. Я, Ну, если не, честно. я как бы не его. О, да, сразу то есть- график такой хороший стал. Ну вот, это у нас, по сути, такой вот падающий клин с двойным дном. Но, по сути, если мы пробиваем вот выше 43, то мы пойдем на 48, а это очень большой слив рынка, потому что за такое вот короткое падение мы увидели альт-сезон. Вот, то есть короткое падение. Окей, если- вспомни вот, опять же если- 18-й год, да. Ильяс. Да. Каждое падение, Да. альты падали, грубо говоря, в 2 раза быстрее Да, битка, да. но на отскоке отскакивали типа на 50-70%. Но Ну потом да. опять падали Да, на 200. да, То есть, да. что я сейчас хочу этим сказать? Если у вас вообще есть какая-то альта, купленная еще в районе там 50 тысяч, я бы Да. не стал ее типа держать и удерживать там с целью 3-4 лет. Какие-то отдельные проекты, допустим, если вы там Соляну покупали ниже 50 баксов, я бы держал ее. ДБУ. Ну, то есть вот такие. А все остальное, я думаю, плюс-минус будет корректироваться. Причем, если мы действительно увидим слив по рынку, ну, как бы по сипке, по нефти, то альта, как бы, друзья, просто будет падать в том же... Вот любой альткоин откройте с 18 по 20 год и посмотрите просто. Да, есть отскоки. И я помню, был офигительный альт-сезон всегда под консенсус в конце апреля, в мае. Вот 2 года, помню, подряд давали хороший. Да, альты отстреливали. Но, камон, это коррекция падения в 25%. То есть, да, можно ловить эти коррекции, но очень с адекватным риском и, естественно, без каких-то там долгосрочных целей бесконечных. Ну, как раз, наверное, давай пройдемся по альте тогда, по-быстрому. Давай. Так, ну начнем с бати, да, всех альтов. Это эфир. У нас на эфире тоже пробит. На самом деле, уже, мне кажется, тоже уже протестирован вот здесь. Ну, и можешь, конечно, тут... Да вот я тебе говорю, что да, типа биток, это и особо-то не выглядит с уверенностью пойти наверх. Поэтому, если мы Да. действительно ниже 44 будем падать, я бы просто, ну, как бы смотрел за продажами и за уровнями, от которых можно было бы потом продать. Потому что эфир, все, как бы до 23-го с половиной, грубо говоря, года никаких крупных обновлений по эфиру не ждите. Ну, на да, POS по сути, свое обновление он уже Да, на более чем POS, на отыграл. POS эфир просто никто не перекинет до момента, пока это не будет с майнинг стороны выгодно, невыгодно, да, то есть, условно говоря, если видеокарты продаются по таким конским ценам, если отсутствует у нас
производительность вот этих новых чипов, да, у нас из-за чего так все это растет в цене, помимо того, что это просто вызывает хайп, отсутствуют чипы, соответственно, все видеокарты, все процессоры, они увеличиваются в цене в разы, причем увеличиваются. Поэтому я бы, на самом деле, плюс-минус по всей альте, включая эфир, бы просто смотрел бы за битком. То есть биток, вы видите, что на битке есть консолидация, пробой от уровня. Ну, откупите альту с коротким стопом. Ничего вы не потеряете. И опять же, я бы не стал уходить в альты 4-го, там, 3-го эшелона, я бы все-таки держался первой 50-ки. Максимум там, ну, это потолок всех альтов. То есть я не торгую больше топ-10. То есть отдельные проекты типа SXP, наверное, и Талума, и вот эти все бинансовские. Только потому, что это Binance проекты. И пока Binance живет, эти проекты будут жить. Что мне нравится из альты Cardano, потому что все-таки введение смарт-контрактов и всей этой истории, по факту сейчас Cardano будет повторять историю эфира конца 17-го, вернее даже, наверное, конца 16-го, начала 17-го года, и вполне вероятно Cardano 10 баксов на следующем каком-то пампе, 10-15 баксов, это хорошая цена для этой монеты, учитывая эмиссию и учитывая то, что все-таки Cardano никогда не отличалась особо майнинговой возможностью. Это будет интересно. Ripple только потому, что они до сих пор борются с секом. И до сих пор, я имею в виду, что суды с секом продолжаются. И где-то даже сек проигрывает. Поэтому сильная монета с хорошим комьюнити, с очень достаточно сильными боссами, назовем это так, да. Плюс у Макалиба почти монет не осталось своих собственных, он уже почти все продал, соответственно, как-то продажи окончательно закончатся, я думаю, крупные инвестора начнут ее продавать. Надо смотреть, Ripple 3-4 бакса, вполне вероятно, опять же, на следующем каком-то булране, это хорошая справедливая цена, но надо учитывать тот факт, что я Ripple по 3 бакса слышу еще с 2017 года. Да, ну то есть не надо ходлить ее. Да, не надо ходлить, забирайте отскоки, поверьте мне. Забрали здесь, закрыли. Извините меня, да. Вам что, вы просто, если вы это не зафиксировали, вы просто с ума сойдете. Да, я когда приходит такой, покупал по 0.5, да, ты не зафиксировал по 2, и он снова по 0.5, и ты такой думаешь, блин, зачем, да? Доги не потому, что проект мне нравится в отношении, грубо говоря, масштабируемости, но это просто хайп, причем жесткий хайп. Если бы мне сейчас показали вот 3 года назад доги по 0.2 бакса, я бы с ума сошел просто, потому что у меня этого доги было столько много в свое время. Но хайп я бы чисто вот опять же от поддержки влетал. Биток отскакивает, консолидируется, закрепляется. То да, конечно, все это вместе может... Опять же, я бы искал какой-то один паттерн у всех, потому что ты показываешь примерно одну и ту же альту, то и у тебя я не вижу нигде линии сопротивления. Вот у тебя сейчас поддержка есть, а сопротивления нет. То есть у тебя сопротивление показывает потенциальный максимум этого актива сейчас. Ну, то есть... Да, это переносит теперь наверх. Да. Нет, у тебя вот здесь вот это вот так вот. Здесь нету. Cardano. Ну, вот этот тренд. Ну да, более локальный. Почему локальный? Вот же у тебя от последнего отскока образование, Ну, видишь, да, вот этот тренд. да, Мы в нее уперлись, соответственно, ниже не уходим. А выше можно, короче, сделать уже тогда параллельный канал какой-то. Вот мы тебе в середину ударились. Красивее? Красивее. Информативней? Намного информативнее. У тебя вот как раз серединный уровень, пробитый тренд есть второстепенный. То есть Cardano, ты еще, по сути, отмена сценария по какому-то восходящему движению. Это уход под серединный уровень. То есть уход под 2. Да. На Ripple, я думаю, на самом деле можно то же самое сделать. Я понял, что ты этим сделал. Но он у тебя серединный уровень. Вот видишь, он у тебя вот здесь совпадает. Да. Здесь вот еще вот он у тебя вот здесь проявляется. Соответственно, здесь у него уход под этот же серединный уровень. То есть, ну, 0, под 9. Бакс, да, под 0.9, по сути. Под 0.9. Тут
Ну, у 0.2. догов, наверное, все-таки это больше к треугольнику похоже. То есть, к чему я сейчас говорю? Мы сейчас с вами смотрим либо флаг, либо канал, либо треугольник. Соответственно, те активы, которые есть в тикербуке, они будут у вас разделяться на 3-4 паттерна. У них будет либо канал, либо треугольник, либо какая-то восходящая. Но везде нужно проводить трендовую линию. Здесь бы я, на самом деле, тоже канал бы провел вот так вот. Просто как вспомогательный, потому что он вот здесь вот об него бился, потом от него ушел. То есть здесь при пробое максимум вот это сопротивление у тебя вот будет вот максимум. У тебя совпадает с фибой 0.382. Polkadot, я, честно, отношусь к нему. У него очень похоже на биток история. Соответственно, есть что-то типа той же самой проекции. Вот, наверное, как-то так. Ну, так же, как и у битка, видишь, он похоже консолидируется. Да. Но он, в принципе, вырос за счет своего как раз Apple. Там все это запуск проектов. EOS, я негативно к нему отношусь. Ну, он уже все, да. OneInch при масштабируемости, опять же, цель хорошая, $5. Но, типа, я уже эту цель видел, поэтому мне больше актив не интересен. Давай вот, на самом деле, посмотрим на Соляну. И причем я бы ее хотел, на самом деле, с тобой прям обсудить. Чем вызван такой бурный рост Соляны? Запуск как раз таки NFT. NFT очень много количества проектов. Угу. Ну, успели прям залететь под хайп, мне кажется. В большей степени. И очень хороший маркетинг в плане запуска. Там любой, по сути, сейчас проект, который упоминается, что он запускается на Соляне, то он прям дает иксы? Дает иксы. Вот последние как раз таки проекты очень хорошо дали. Любые, то есть проекты, они запускаются сначала. То есть, короче, это эфир, по сути. Лайфхак разработчикам. Если Да. хотите иксов, выпускайтесь на Соляне, да, типа? Ну, это, по сути, знаешь, ICO. Мне напоминает ICO. Вот когда у нас был 2017 год, все эти white-листы и так далее сейчас запускаются в большей степени либо на Доте, да, либо на Соляне. И, в принципе... ABSC. У меня уже очень много проектов выходит же на Binance Smart Chain. Ну, вот последний это именно месяц, когда вот Солян за что стреляет, потому что очень много проектов запускается именно... Как отреагировал BNB? Никак. Как отреагировал Солян, тут как бы видно на лицо. Ну, мне кажется, как отреагировал BNB, в BNB в разы больше денег, во много согласен, раз. да. Во-вторых, конечно, экосистема BNB все-таки никак не сравнится сейчас просто с обычным проектом Соляны. Да. Но... Ну, просто хайп в большей степени, конечно же. А я все-таки думаю, что Соляна очень сильно переоценена, причем я думаю, что это просто мы увидим с вами Соляну вот в этом диапазоне в районе $120. Вполне вероятно, если мы пробьем эту линию сопрота. Все-таки, мне кажется, актив вот уровень должен 0.5, быть да, 0.5. проритестен, да, на уровне Да. 0.5. Но мне очень нравится, что Соляна растет вообще абсолютно против рынка, Да. то есть абсолютно другой актив. Никак не скоррелируется, наверное, только по падению коррелирует, по росту, плюс наверное. объем, Я просто, наверное, скажу, что во время флета, когда биток флетит, Соляна растет, и когда биток растет, Соляна растет, а только когда биток консолидируется, Соляна консолидируется. BNB. Что думаешь по BNB? Ну вот BNB как раз застрял на 382. Тут у него плюс поддержка, да, и получается основная поддержка у нас все-таки в районе 300, вот где-то 350. Вот, если мы все-таки 350 пробиваем, я думаю, мы пойдем где-то на район 200. А что должно произойти, чтобы BNB, блядь, пошел сейчас на X2 в минус, на 200? Вот, допустим, хакнули Binance. Binance хватает бабок, чтобы выплатить, если что, какие-то там потери. Тренда как такового. Смена тренда, если у нас получается биток уйдет в медиари фазу, в принципе, никакой альткоин не спасется. Но вот мы вот сейчас очень важный момент много раз обсудили. Друзья, опять же, если вы не верите в биткоин, а любите торговать альту, кстати, это погиб, да.
то мой вам совет. Никогда не торгуйте альту против битка. Ну, типа, опять же, вот мы сейчас посмотрели 10 проектов, только одна Соляна против выросла, да, и то на очень больших новостях. Во-вторых, при торговле битка у вас появляется твердое убеждение, когда вы должны зафиксировать ту или иную альту. Сейчас полетим. Как говорится, да, Ильяс? Сигнал в прямом эфире, блин, да. Поэтому... 45-100 было. 45-100 было. Это лонг, спасибо, Ильяс. Как говорится. В общем-то и целом, альту держим только если биток вот закрепляется. Смотрите, вот сейчас биток обратно. Кстати, биток опять в флаг ударил. Если биток пробивает наверх, пожалуйста, вот уже. 45-200, если да, пробьем, то можно, наверное, даже какую-то альту будет откупить. Вот смотри, сейчас BNB мы только что 399 видели, Cardano 2,37 было, Ripple 1,04. То есть, понимаете, да? Видите отскок на битке, только тогда откупайте альту. Никогда не покупайте альту больше, чем на 10% от фулл вашего депозита. Вообще, никогда. Мой совет, опять же, по торговле альткоинами, так как они все-таки делают 50-60%, можно инвестируемую часть в альткоин оставлять, а вот весь, тело, которое вы его забираете, а весь профит, 60%, вы его оставляете хоть до каких целей. То есть вот здесь, наверное... Так, ну все, я, наверное, пошел фиксировать хороший... Прибыль, да. Пошел фиксировать прибыль. Прибыль. Ну, мы будем завершать, наверное, наш обзорчик. Советы. Пользуйтесь советами. Да. И не хейтите Ильяса. Ильяс молодец. Кстати, по поводу хейта. Мы тут подумали с Ильясом и с Тагиром. В общем-то, сейчас подготовимся до конца сентября. Сделаем им тут небольшой апгрейд. Ну, кстати, и, друзья, да, вот мы уже взяли новый микрофон сюда, у ребят должен быть намного лучше звук. Да. Ребят, будут стримы с октября месяца. Стримы будут с дилеем в 5-10 минут. Стрим будет проходить без фактического голоса, да, то есть на фоне будет 80% играть музыка. Если Ильяс, допустим, или Тагир будут брать какую-то активную позицию, наш Руслан будет включать им микрофоны, где они смогут дать какой-то комментарий по той или иной позиции. Это будет что-то наподобие трейд-флора, где Ильяс и Тагир будут торговать и показывать свои результаты в режиме онлайн. Также лучшие сделки, лучшие, скажем так, рекомендации будут уходить в хайлайты. Эти хайлайты также будут выкладываться у вас в качестве каких-то торговых, наверное, моделей. Помимо того, что мы запустим стрим, я думаю, для этого стрима сделаем какие-то отдельные депозиты, в рамках которого можно будет торговать. Поэтому все попахивает хорошим стрим-марафоном, Ильяс, да? Да. Поэтому оставайтесь на канале Криптостудент. Не забудьте подписаться на канал Криптотайгера, да. И на главного нашего. Не, на меня не надо подписываться. Я куплю ваш трафик. А пока памп на битке, мы пойдем покушаем, наверное. Всем пока, друзья. Спасибо.